Друзья, всем салют. Привет. Я снова с Димой, его уже все знаете. И у нас очередные аквариумы на обслуживании. Мы будем фильтра обслуживать, посмотрим, что там за наполнители. А Дима параллельно расскажет про наполнители, так как он про них много чего знает полезного. Поэтому чай, печеньки, усаживайтесь поудобнее и вникайте в суть происходящего. Погнали. Так, Дим, хотел в двух словах скажи, что Да. это за аквариумы. Аквариумы. Псевдоморье. Псевдоморье, да, цихлидники. С такой хорошей крупной рыбой. Хозяева очень щепетильно относятся к аквариумам. Вот аквариумы души чистые. любят. Вот мы приехали, даже, кораллы сверху немножко грязные, но все равно будем чистить. Раз в 3 недели приезжаем. Второй аквариум это такой какой-то альтернативный стиль. Это не я делал, это хозяин придумал. Тут вот эта Дева Мария с ребенком. Растения, тут пережило уже огромное количество рыб, там и ножи были, и глофиши были, и разные самы, тут, кстати, огромный сом, нож прячется за растениями. Да, реально большой. Да, вот. Только по И мордахе видно. что мы будем обсуждать, то есть вот тут получается у нас 3 фильтра, Tetra EX 1200+, вот он стоит, мы его будем обсуждать его эффективность. Второй фильтр, мой любимый Fluval FX 406. И третий фильтр, эконом-класс, это Sansan 702 Sansan. Каждый фильтр будем мы Скрывать, о нем смотреть, да, да? скрывать, Копошиться, смотреть, да? менять. Сразу скажу, самый главный процесс в аквариуме, самый главный, вот, который все на нем держится, это процесс нитрофикации, аммонификации. То есть окисление токсического аммиака до менее токсического нитрита. Оно происходит при помощи двух бактерий, нитросоманос, нитробактер. Эти бактерии живут в фильтре, в грунте и немножечко их носят в толще воды. Все абсолютно фильтра. Выдают мощность и проточность через них не просто так. Вот люди, знаете, поставили мотор там, давайте поставим такой мотор. Он дешевле или подходит, или там по размерам подходит. Нет. На основе научных исследований о эффективности нитрофикации все фильтра построены. То есть, каким образом? Бактерия, она аэробная, то есть она любит кислород. И если большой ток воды, ее сдувает и все. Если маленький ток воды, кислорода не хватает, она погибает. Кто это вообще исследовал? В 90-е годы, начало нулевых, появилась литература. Литература, которая немножечко просветила вообще вот этот технологический процесс и научные данные о том, как эта бактерия живет. Я помню еще, когда только начинал заниматься, была книга, я не знаю, я вот сейчас ее так хочу перечитать, была книга Мартина Стандера, называется «Современное аквариумное оборудование». И там на технически-химическом уровне описывалось, какая бактерия любит ток воды. Какой субстрат, какая жесткость, кислотность, какой процесс с нуля образования процессов нитрофикации. То есть аквариум заражается и нужно немножко, как говорится, гамнеца этой органики, чтобы она выжила, эта бактерия. Вот почему скулька, старую воду в аквариум, оно заражает. То есть очень важно, чтобы пошли бактерии-нитрофиканты работать. Если этого не происходит, знаете, у нас нету, не до такой степени аквариумистика развита, чтобы вот знать вот в это время, к примеру, там в 9-10 часов, какой уровень аммиака. Мы не знаем, а рыба токсически травится, к примеру. Или какой уровень нитритов в аквариуме. Мы надеемся на оборудование, то, что оно выполняет нормально свою функцию. Все оборудование, вот по моему наблюдению, к примеру, Tetra и Fluval, оно соответствует, действительно создает этот ток воды. Действительно субстрат, который в нем лежит, он не образуется анаэробные зоны, и там живет бактерия. И плюс еще очень важно понимать, что не только фильтр является средством химической чистки воды. Мы берем, вот, к примеру, здесь выходит 1200, дует
Tetra X 1200+. И он стоят мочалки механической фильтрации. Каждая мочалка тоже дует 1200 литров. Аквариум длинный. Что происходит? Движение воды происходит вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Вот, кругу, как по бы, кругу, да. да. Все, Сверху все, вниз. все знают, что бактерия также живет в грунте. А вода, вот мой палец внизу, вода в грунте движется вот примерно с такой скоростью. Вот. То есть, а там живет бактерия. И очень важно, чтобы она двигалась именно с такой скоростью, которая нужна для бактерии. Ни быстрее, ни медленнее. И вот если брать фильтра флювал и тетра, оно действительно так вот как бы крутит это все. Если берем мы, никому не секрет, к примеру, Джеба, это старые еще фильтра, вот сейчас очень популярные Сансан на рынке, это закос под тетру. Все-таки у них вот со временем и очень быстро довольно-таки ресурс в плане, так скажем, вот выхождения воды из сопла теряется. Естественно, теряется круговорот и замедляется движение воды в грунте, появляются анаэробные зоны, бактерий нет. А еще хуже, там скапливается сероводород, И пошел процесс гниения, да, метан, сероводород, то есть и шлангом чистишь, и оно раз, бульбушки выходят. Вот такое главное устройство химической жизни в аквариуме. Какой объем этих аквариумов? Так, Вот это тут, 500 литров. тут два фильтра стоит. Два а фильтра, да. Там Там, значит, это 140 литров, один фильтр стоит. ты характеристики так не помнишь? У нас Не помню, но сейчас мы прочитаем их. Ну да, мы сейчас Вот. Я знаю просто характеристики флювала тетры, а Сансан как бы не сильно вникал в это все. Вот. Приступаем. Да, ну снимаем, да, снимаем фильтр. Первый тетра — это мой Number 2 фильтр, который мне нравится обслуживать. Есть определенные нюансы в плане комфортности обслуживания этого фильтра. Раз в 3 месяца эти субстракты нужно менять. Обязательно в аквариуме без растений. Растения, они служат сами как биологические фильтра. Они поглощают нитрат, который окислен бактериями. Но в циклидниках живых растений нету, и естественно это поглощает нитрат, активированный уголь. Он обязательно должен стоять в любом аквариуме, там где нет растений. И керамика. Новая керамика подкидываем, чтобы, так Ну ты скажем... приверженец керамики, да? Да, вот Никакие очень нравится лавы, керамика. ничего. Ну, мне нравится керамика. Я не могу сказать, что лава не выполняет свои обязанности, но мне нравится керамика. Скрываем фильтр. Ребят, сразу параллельно скажу вам, пока Дима скрывает, что это не реклама, и не то, что там тетра, там хорошая кого-то там не хвалим. Это вот чисто то, что из Диминого опыта. Да. И точно так же на полке мы не рекламируем, просто Скрываем фильтр. Фильтр скрывается очень легко. можно для Сливаем воду, вытаскиваем все отсеки. Естественно, начинаем его мыть. Так, вот ведро у нас помыто. Что мы дальше делаем? Выкидываем старые биологически активные элементы. Просто их выкидываем. Значит, у тетры или что там? тут керамика и уголь. Вот материнская керамика, которую мы вообще не моем. Тут вот бактерия, мы ее достали, мы ей все равно сейчас причинили ущерб. А если мы, да, часть погибла, да. В тетре очень много мочалок, вот они считают, что как бы мочалки. Мы это отставляем, мочалку моем. Как тетра вообще относится к расположению компонентов? Сперва идет механическая фильтрация в 2 мочалки. Крупнопористых, да. Потом стоит первая биокерамика, шары. Площадь одного шарика очень большая, где может жить бактерия. Потом, значит, идет биокерамика вторая. Потом материнская, да? Да, материнская. Потом идет уголь, который накрыт вот этой мочалкой. А почему так? А, вначале мочалка или уголь под низом? Нет, уголь вверху. Уголь. Вот так тетра, у них классическая сборка. Вот так мы и делаем. Вот.
Давайте моем теперь Да, все вот у меня мочалки. сразу параллельно к тебе вопрос. Многие кладут кольца в самый низ для того, чтобы разбивать поток. Мгм. Как ты к этому относишься? Или в каждых фильтрах ты по-разному делаешь? Я думаю, что конструкторы такого мирового бренда, ну, знают, в чем дело. И я собираю так, как оно собрано. То есть как положено, Как положено, по да. заводу изготовителя. А флювал, например, ты такой же последователь? Да, последовательность. Я бывает флювал вообще, вот там сейчас, особенно в 7-х флювалах, там противофосфатные эти самые губочки, я их выкидываю и вообще вот полностью засыпаю внизу керамика, вверху уголь. Вставляю там какую-то мочалочку, чтобы если уголь может прорвался, чтобы он не пошел. И работает всё да, нормально. и работает как бы вот особенно флювал тетра вообще без вопросов. Есть даже случаи, что я вот прихожу в травниках, просто тут вот вся керамика. Вот все отсеки убрана мочалка, все керамика. Чисто на То есть, бактерию. да, чисто на бактерию работает фильтр. Ребята, я вам так скажу. Читая литературу еще советскую, в Советском Союзе не было флювалов, не было тетры, не было помп. В Советском Союзе все строилось на аэрлифтных фильтрах. Да, То есть, ну, все знают, что такое, не буду рассказывать. А биохимики рассматривали биологию в аквариуме. Они говорили, что для травника, тогда не было скейпа, травники были там, что там, валиснерия, криптокарина, эхинодорус, еще анубиас были. Вот, в основном все это голландские аквариумы, насаживались клумбами, тут, там амбулия, ротала. И главное было течение воды, движение воды для этой бактерии. Вот создать это движение воды. Создавалось аэрлифтом, создавалось распылителем. Все благополучно росло, развивалось. Ну, естественно, наука, советская аквариумистика, сейчас как осмос ставят, тогда это были такие колонки, которые вода, как самогонный аппарат, испарялась. И чтобы сделать, вот, к примеру, от нерестит дискусов, нужна мягкая вода, нужно 2 раза ее прогнать, чтобы дискуса посадить. Естественно, более растения, которые любители выращивали в мягкой воде, нужно было 2 раза через этот аппарат прогнать, через дистиллятор. Вот. И только тогда эту воду использовать. Ну, в общем, сейчас это намного проще. Есть осмос. Можно смешивать воду, делать нужные жесткости. Писали, что вот главное движение воды. Движение воды, оно обеспечивает кислородом бактерию. Бактерия производит свое действие, то есть нитрофикация, аммонификация. Все. Значит, растения потребляют нитрат в качестве роста. Сейчас, конечно, появилось много видов керамики. Целлит, лава, значит, все это там по ценовым моментам очень трудно разобраться. Флювал, тетра, по-моему, керамику не производит. На рынке самая распространенная это сансановская керамика. Она неплохая. Вообще Сансан фирма очень даже хорошая. Что у нас есть на рынке? Тетра, сера. Серовского оборудования я вообще никогда не видел. Керамики тоже никогда не видел. Флювал, Хаген. Вот, у Хагена керамика есть, уголь есть, торф есть. Потом берем, ну, это вот то, что хорошее, то, что самое лучшее, вот это немецкое оборудование, то есть самое классное. Потом берем альтернативу Китай. Сансан самый лидирующий среди них по качеству. Дальше идет Рисан. У Рисана керамики тоже не видел. Вот, никаких биологически активных компонентов, ну, по крайней мере, в Харькове. Может, кто-то меня исправит, где-то есть поставщики. У Сансана, по-моему, видел еще лаву, если мне память не изменяет. Каждое оборудование, оно чем-то вот хороша. Ну, к примеру, вот мы берем Рисан, у них компрессоры отличные. Обогреватели что-то там как-то чуть-чуть горят у Рисана. И самое такое дно – это Джеба. Джеба фильтра вообще уникальные, значит, у них, значит, если сеточки, вот так вот это сеточки как бы ставятся, абсолютно нормально входят в пазы, сеточка в паз входит, то у Джеба, она в новом фильтре даже, она вообще
не входит. Она, то есть, вот так вот стоит Косо-криво. косо-криво, вот так вот. Да, и если ты его закрыл, он не течет, значит тебе очень сильно повезло. Есть фильтр Джеба у клиента, простоял 10 лет, проработал. Так. Наверное, его не вскрывал за 10 лет ни разу. Ну так, да, там редко вскрывалось, вот там 3 рыбы жило в аквариуме. Эхейм, Эхейм, они Эхайм, по-разному, да. ну россияне называют Эхайм. Да. У меня товарищ в Москве, он харьковчанин, и он говорит Эхайм. Мгм. Я всю жизнь Эхейм назвал. Ну вот, да, да. Ну, как, ребята, ну фильтр, во-первых, Эхайм, этот, я вот на обслуживаниях вижу крайне редко. Фильтра хорошие, разбираются хорошо, сеточки, там все продумано, очень-очень даже не, ну, хорошие фильтра. Практики мало по ним. Вот я видел, наверное, за всю свою там 20-летний стаж работы, я видел, наверное, может, 2 фильтра. Вот. Это там 15 лет назад стоял Эхайм, там даже с пеноотделителем человек поставил в пресный аквариум. Какой Вот. был? Да, ну то есть там не пожалел денег, он дорогой. И вот где-то 2017-2018 клиенты были травник, там они снимали квартиру, и тоже стоял Эхайм. Хозяин поставил. Удобные фильтра, классные, все. Претензий Вот, нету. претензий нету. Уровень тетрефлювала. То есть мы не относим это к Китаю, там, так скажем, к альтернативе, которая, вот, к примеру, тетрефлювала, ну, сопла, когда выбрасывают, оно, ну, мало. Со временем износ двигателя маленький, то есть он создает движение воды в аквариуме хорошее для жизни бактерий. А вот все, что там идет Китай, оно, конечно, вот сперва дует хорошо, а потом уже там через 3-4 месяца оно, ну, блин, теряет мощность, да, свою. И там у них вопрос по вообще засыпкам, по мочалкам, там у них много мочалок. Ну, дойдем до этих фильтров, посмотрим, как они трактуют. Я их выкидываю, вот эти поролоновые мочалки. Так, ну давайте мыть фильтр. Без отжима ты просто поджимал, как бы. Да, ну будет хороший душ, да. То тут сильной грязи так и нету. Чем удобен Тетра Е 1200 плюс, тем, что можно голову ставить как угодно. А 1200 было там 2 вида защелок, и ты его собрал, к примеру, собрал так, а потом смотришь, а не ставится, да, и переставляешь уже. Вот, так, ставим. Они учли свои ошибки, сделали выводы. Еще бывает в тетре, вот со временем, вот этот более новый фильтр, со временем все-таки перекашивает эти корзинки, да, и приходится их собирать, и потом вот так вот раз, и бросаем. Одним махом. Одним махом, да. Так, дальше идет у нас что? Керамика. Керамика мы берем, досыпаем вообще новой керамики. Свежий. Просто понимаешь, вот сейчас зрители будут задавать вопрос, почему именно такая керамика. Однозначно. А вот найди хагеновскую керамику сейчас. Вот Сузирия, да, флювалы, FX63 флювалы есть, там что 20 тысяч гривен они стоят. А керамику к ним найди, уголь найди, не найдешь. Вообще, тут более тонкая мочалка на керамику, когда досыпаем, но хотя она по заводским стандартам идет вверх на уголь. Ну, мы ее поставим сюда. Вот уже проблема поставим, да. Вот то, о чем говорили, да? Да. Так, и уголь ложим. Так, ну с углем понятно, он же не может в себя впитываться, и вы его меняете. А что с керамикой не так, почему ее меняют? Мы ее добавляем. Мы добавляем производительную мощность бактерий. Старая керамика, ну, ты знаешь, как бы, вот когда она вообще серая, я понимаю, что она уже мертвая. Что вот этих всех керамиках, Порох забит. поры все это забиты. Ну, смотришь, она еще такая, вот чуть-чуть водой так раз, краюшек. Она, ну, беленькая такая еще, все. Ну, когда она уже такая сильно серая, ну, все, оно, не знаю, 1% от всех бактерий, которые там должны поселиться, живут, то есть 1% из 100. Тогда ее надо вообще менять полностью. Проверяем, в пазы вошла.
И не знаю, у меня бывает не получается прям так ровненько. О, получилось все. Проверяем, поживо шла. Ни разу фильтр не треснул нигде, поверьте, ни разу вообще. Нигде не треснуло фильтра, вот сколько я их кидаю. Промываем немножечко для резиночки. Сколько в среднем срок службы фильтра внешнего? Механической части. Да. Да, тетры вообще практически не ломаются. Я на них никогда в жизни, может, там один раз ротор менял и все. А Вот. максимально старый сколько лет фильтра? Максимально старые. Это есть очень, приходишь к людям очень старые, говорят, лет 15 аквариум, очень старые стоят FX Tetra EX 1200 простой. То есть там они уже прям карбонатный налет везде, тут, везде карбонатный налет. То есть, прокладки держат или новую прокладку ставишь, все в порядке. Ну, навскидку сколько лет? Я думаю 10. 10-12 ходит нормально. Но роторы вообще вот тут золотые. Флювал, особенно 405 серия, это просто, я не знаю. Я ставлю новый ротор, вечеру клиент звонит, говорит, тарахтит обратно флювал, приезжаешь, ротор, все, он прокручивается, все. А там ось керамическая или? Керамическая. Вот. То есть это самая неудачная модель. А сейчас, конечно... 405, да? 405. 305, 205. Я так вам скажу. Я, честно говоря, очень редко вижу на объектах там 105 или 107. То есть в основном везде крупные аквариумы люди ставят 407 и 406. То есть мощные фильтра. Еще часто вижу это 1200, а есть 600, EX 600. То есть это там типа на 200 литров, 180 литров, то есть он меньше. Тоже частенько вижу этот фильтр. По роторам вообще вопросов нет. Работают безотказно. По сравнению с флювалом, флювал это вот именно 5-я серия, меня просто, вот она когда была, ее покупали, всегда вот по рекламе звонят. У нас фильтр тарахтит, вы можете приехать починить. Покупаешь ротор, ставишь его, может и ненадолго. То есть объясняешь человеку, что так и так. Флювалы еще летят по причине роторы, по причине того, что слабое напряжение очень сильно скачет. Очень долго флювал работает у меня на объекте, там где четко 220. Вот четенько 220, флювал долго, без вопросов, долго работает. Мы еще коснемся таких смешных фильтров, как Ювель. Это вообще отдельный разговор о этих фильтрах. Я не знаю, почему такая серьезная фирма И так несерьезно относится к фильтрам. Я расскажу особенности, почему в Ювеле вот эти процессы малоэффективны. Вот. Давайте пойдем ставить этот фильтр. Характеристики пишут 1300 литров в час. Да, соответствует? Да. Да? Ты вообще, я так понимаю, поклонник, фанат тетры, да? Тетры и флювала. Флювал, флювал это вообще мой любимый. Только роторы под 8, да? Да, легко собирать, разбирать, собирать. И надежные. Да, тетры, преимущество роторы никогда не ломаются, но труднее собирать. Флювалы, роторы ломаются, но легче собирать. Ой, что ты про нее скажешь? Ой, ты что? Но он не дай бог. Внутренне ему нравится. Вот эти фаны? Да, вот ему нравится. Фаны неплохие фильтра. Туда если поставить, там, заводская мочалка, я не знаю, что она там задерживает, она настолько крупнопористая. Да. Туда ставишь мочалку за 50 гривен круглую, на керамическую эту основу накручиваешь, все, прекрасный фильтр. То есть в плане механической фильтрации он мощный такой. Вот. Понятно, что там можно положить керамику, можно положить циолит, можно положить то есть он тянет, хороший флювал. Хорошие, еще очень хорошие фильтра были перед этим серия, перед турбофильтром. Они в коробке, мочалочка, сопло фильтра Aquael. По-моему, они назывались фаны.
Фан 1, Фан 1, да, точно. Да, Фан да, 1, да, да, Фан 2, да. Фан 3. То есть эти фильтра прекрасно работали. Вот, Ну, даже вот в травниках стоит Фан 3, и все, он движение воды делает, бактерия живет и все растет. То есть таким образом. Что там мочалка? У мочалки, ну, то есть, говорят, биологическая мочалка. Ну, вот они как бы трактуют, что вот тут в этой мочалке заводится биология, заводится, кто его знает, заводится она там или не заводится. Я больше склоняюсь к тому, что более крупнопористая мочалка, в ней вероятнее то, что заведется биология. Больше, потому что там больше лабиринтов, где селиться, да. Все вот эти фаны с крупными мочалками, они, ну, как бы, в принципе, создают ток воды, и за счет бактерий, то, что в грунте, она нормально живет. А сама мочалка там для красоты. понятно. То есть, Ну, я по твоей улыбке, по твоему выражению понял, что внешники акваэля, ну, тебе вообще не зашли. ой, у меня, короче, есть объект, там стоит, не будем называть этот объект, там стоит внешник акваэль. Притом, я не знаю, надо поотбивать руки тем людям, которые это ставили. Значит, внешник акваэль, он вообще, ну, интересно сделан, есть модели такие, очень интересно сделаны. Там 2 трубки входа, 2 трубки выхода. Я не знаю, как оно там функционирует, не пытался разбираться. Видел 2 раза на объекте эти фильтра. Фирма Сузирия эти фильтра закупила. Потом она делала скидки, пыталась продать, потому что люди мучались, именно реально мучались с этими фильтрами. И там такая ситуация, вот получается, я на этот объект хожу сам, работников не допускаю. Вот фильтр, вот это адаптер крана, ну, вот, к примеру, адаптер крана. Вот. И адаптер крана вот на таком расстоянии находится от конца тумбы. Вот. И с него выходят краны. И если фильтр немножечко потянуть, получается, трубки вылезают. И я один раз там пытался, там надо было компрессор хорошо поставить, тянул. Оно как хлынуло. Да тут ковер. Ну, начало заливать. Я не знаю, что делать. Вот я не знаю, я все трубки давай, раз, все трубки входа-выхода, 4 трубки повытаскивал, все, оно перестало бежать. Потом давай разбираться, вытаскивать его, накручивать, закручивать эти хомуты. Ну, ужасные фильтра. Вот, ну, просто, я не знаю. И на них очень серьезные скидки были, потому что их не брали. Перемудрились там с конструкцией. Да. Хотели, видно, Вот. что-то Ну и такое сейчас, супер сделать. сейчас их вообще нету. Сейчас их нету, и слава богу. Потому что, ну, если бы на объектах они стояли, это такое геморрой их обслуживать. Да намучился бы, ну, это мучение. Вот 2 объекта, ну, на одном объекте, правда, тумба высокая стоял. Ну, все равно, вот его вот разбираешь, он там плохо защелкивается, он часто бежит. Прокладок, никакого оборудования, ну, резинотехнических изделий на них нету вообще. Главное фильтр поставить так, чтобы кислородную трубку не придавить. Я люблю фильтры запускать таким образом. Вот ставим его пустым. Значит, адаптер крана мы подсоединяем. Мы его открыли. Он сейчас буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль начнет наливаться, и трубка выхода воды начнет выходить из нее воздух. Если это не происходит, я делаю таким образом, вытаскиваю. Вот трубка выхода воды. Вот это получается. Вот. Вот раньше, кстати, флювал стоял, тому аквариум. Мы ее поднимаем. По-моему, полезный совет, ребят. Мы поднимаем. Вот сейчас, смотри, он, видишь? Начинает потихоньку сифонить, сейчас его продавит. Оп, продавило. И все. И пошел он заливаться. Мы теперь трубку уже... Трубку главное в ровный угол так поставить, чтобы с нее выдавило воду. Вот. Когда выдавливают воду, все. Значит, Вам, ребята, без кнопки. без кнопки, без ничего. Вот. Пустой фильтр ставим и вот так вот запускаем. Пошел набираться. Сейчас мы его включим. Сейчас часто отключают электричество. Мгм. Фильтры стоят некоторое время
не запущены, то есть они не работают. Мгм. Соответственно, конструкция это замкнутая, гибнут бактерии там. Вот максимально сколько времени может простоять фильтр без ущерба. Ну или давай начнем с того, что сколько там живут бактерии, вот, если нету тока Ты воды. знаешь, вот поэтому я хочу найти книгу Мартина Стендера. Там есть ответ, да? Там есть ответ. Я не знаю ответа, сколько, ну, насколько бактерия может там прожить. На практике, Да, вот исходя из вот, опыта, скажи. исходя из опыта, я думаю, что она погибает через там, 5 минут, наверное, Даже без больше. циркуляции. Я думаю, что да. Но когда фильтр начинает работать, он заражается от грунта и потихоньку начинает набирать биологию. Вообще, ну, как бы по самому лучшему, как бы, как надо это делать, когда свет включает, вся эта органическая среда погибшая, она попадает в аквариум, это большой нитратный всплеск. На самом деле нужно фильтр отключать, промыть и поставить. И он заразится от грунта, от воды, бактерий не сразу, потихонечку. Ну, для таких случаев, в общем, лучше, чтобы фильтр был почище, да? Да, то есть он при включении свет включили, фильтр в этот момент мы выключили, когда света нету. Мы его промыли, потому что там погибла бактерия и агрессивная органическая среда. Все, мы его поставили чистый, включили, и он потихоньку заражается бактерией и начинает работать. Это как нитратная бомба получается. Да, Как- да, то есть из фильтра подует, ну, таким дерьмом отравляющим, что не дай бог, как бы. Ну, цихлидам оно как-то по барабану, но более такая прихотливая рыба, все эти алуфиши, неоны, ну, как бы начнут дохнуть. Через 2 недели, через месяц потихоньку начнут передыхать. Оба! Пошел, погнал. Из трубок мусор. А тут рыба чем кормится? Какой корм? Тетрацихлид, тетрапро энерджи. Живой она не видит, да? Не. Да где сейчас, я не знаю, заморозку где сейчас брать. Разве что Артемия на базаре есть. Вот. А было что-то фирма Неон, тропический микс. Микс для цихлид. Там и отдельно и Артемия, и Гамарус был. Это вообще сейчас нигде нету. То есть, ну, в принципе, и слава богу, что она кормится таким кормом. Вероятность заражения каких-то проблем ну, намного, ну, как бы снижается. Вот рыба, кстати, старая. Вот видишь, ее тянет вверх. Вот из-за, вероятнее всего, то, что в течение жизни у нее были нарушения печени, пищеварения, вот, смещается воздушный пузырь. И рыбу так вот тянет кверху. Вот. И вполне возможно, что она скоро погибнет. Возможно, выздоровеет. Были такие случаи, что и выздоравливала. Тут как бы аквариум чистят регулярно, кормят хорошо, но есть и такие ситуации, особенно там, где секретари. Ну, как бы это просто... Ну, секретарь это самый страшный враг для рыбы. Вот, то есть она может накормить так, что как бы и все равно бывают такие женщины, что им расскажешь, ну, мимо это, у меня была фирма, чем-то торговала, много людей сидели на телефонах, там все, и у меня женщина полгода спрашивала, а как правильно кормить рыб? Я за каждым разом ей объяснял. Они забывают сразу. Я думаю, что возможно из-за того, что там стоит кофейный аппарат, они глушат кофе, а кофе очень сильно на долговременную память влияет. То есть стимулирует кратковременную память. То есть она на 5 минут запомнила все, а на долговременную память Забыл. ну, влияет отрицательно. Это проблема всех там айтишных фирм, где стоят кофейные аппараты, и люди там по 6, по 10 раз чашек кофе пьют. Ну, кстати, рыба неприхотливая вообще. Она приживается, уживается. По прихотливости, как, ну, если берем из самов, как различные там эоптерусы, синодонтисы, то есть они неубиваемые вообще. То же самое нож по здоровью такой. Вроде как считают, что он там... У меня с мелкой Хищноватый. цихлидой жил, и с мальками жил, цихлидами. Я, честно говоря, вот никогда не видел, что нож ест.
Вот что он ест, не знаю, где-то собирает остатки корма, где-то по камням шарится. Ну да, он такой Вот. скрытный вообще. Да. Что-то слизывают, какие-то наросты на растениях. Ну, вот, честно, чтобы прямо вот он кусал корм, лепесток там Tetra Energy, я никогда в жизни не видел. У меня ножи жили очень долго. Таким не сталкивался. Да, так, ну что, ребят, давайте смотреть на мой любимый, и я думаю, что любимый фильтр многих аквариумистов, это флювал. Эта песня, как его легко обслуживать. Раз, адаптер крана легко отщелкивается. Два. Достаем. Это все. Подстраховка. Ну, вот тут просто смотри, ситуация какая. Вот тут вот этот фильтр бежал, как раз война началась, и он начал бежать. И не было никакой возможности заказать прокладку. Вот. И на всякий случай тут все фильтра поставили. тазики. Для перестраховки. Да. Ну что, открываем. Сюда мы то же самое керамику, да? Да. И уголь. Открываем его. Очень герметичный. Вот так вот. Две защелки. Легко вытаскивается мочалка. Легко вытаскивается. Давайте поговорим о мочалках флювале. Классная вещь. Столько мусора задерживает. Вот именно, что в FX6 вот так расположена такая конструкция. Мочалки больше всего грязи. И что интересно, на рынке, если эти мочалки сгнили, можно самому вырезать. Есть такие тоненькие мочалочки, просто вырезаешь, ставишь, все дела, все доступно. Плюс еще вода, да, ребят, смотрите, во всех фильтрах вода поднимается в биологических активных элементах снизу вверх. Вот. Считается, что насыщение кислорода бактерий в этот момент, когда снизу вверх, максимальное. Что в тетре вода снизу вверх поднимается, что во флювалах снизу вверх поднимается, что в сансанах, что в рисанах и так далее. Только сверху вниз вода в ювелях. Да. Перемудрили. Там вообще как бы непонятная трактовка этих мочалок всех. Там никто не знает, дороговизна этого всего. Вот. Как правило, ювель заканчивает свою жизнь очень быстро, когда он отрывается от креплений. Клиенту говоришь, давайте поставим простую помпу, ставим Атман там 203, если это 500-литровый аквариум, хорошую мочалку, все, и намного эффективнее идет фильтрация. Я не знаю, почему ювель так делает фильтра. Сюда, кстати, не поставишь никакие биологически активные элементы. Там, чтобы получается, чтобы вода четко шла через мочалки, нужно вообще брать, вытаскивать, запаивать днище. Там есть маленькое отверстие под дно, чтобы, если вот мочалки вообще грязные, чтобы мотор не сгорел, не маслал, так скажем. Там есть отверстие, которое позволяет мотору работать в той же мощности. Мочалки загрязнились, все, и он стоит, грубо говоря, он ничего не работает, он только просто движение воды создает. Вот. То есть я обычно беру, запаиваю, вот, и тогда хоть как-то эффективность фильтра улучшается. Во флювалах даже вот стоит мочалка, которая первый элемент, который защищает керамику, уголь, это стоят мочалки. Крупнопористая мочалка, да? Ну да, такая вот. Она тоже замечается очень хорошо. Вот видите, сколько грязи, сколько она берет в длине с этого резюки. Так, я не могу пояснить. Но в то же время она подмельче, чем у тетра, да? Мочалка сама. Да. Ну тут вообще другое строение. Другой принцип. Мочалок идет вверх-вниз, да, и с нижнего пошло, и пошло дальше на биологически активные элементы. Вот это Берет контейнер резюку красиво, на начале. или Да. вот это сбоку то, что контейнер стоит, они Да. сразу. Сразу в начале работают, принимают на себя
крупные частички кала. Почему они не сделали так, чтобы как у Тетры, большая корзина, а разместили так вот? В чем здесь его преимущество или наоборот недостаток? Я считаю, вот мое мнение, как вот, к примеру, вот вода поднимается сверху вниз, она поднимается по меньшей площади, той скоростью, которая задана мотором. И мне кажется, чем меньше площадь, тем меньше будет анаэробных зон. В тетре возможное образование анаэробных зон, он круглый, и вода идет именно по всему кругу, более круглый. И вода может идти как-то вот, получается, мы берем фильтр, вода может идти как-то вот так вот, и здесь образовываться там эти анаэробные зоны. Возможно. Поэтому флювал, мне кажется, уменьшил площадь мочалки ради эффективности того, чтобы вода проходила именно четко по всей поверхности. Ну, это мое мнение. Ну, а вы, ребят, можете Ну, свое написать. Да, флювалы работают, ну, никаких вопросов нет. Рыба живет, делаешь экспресс-тест джибелевский, все, ну, нету там аммиака, там аммиака в джибелевском тесте нету нитрата. Ну, если аквариум старый, каждые 2 недели нитрата и подавно нету. Главное, нету промежуточных элементов аммиака и нитрита. Меряешь тест америка, аммиак, нету его. Ложим сперва мочалку вниз, потом керамику, потом засыпаем нашу еще керамику новую. Чем меньше керамика, тем лучше больше она содержит бактерий. Тут вот такая крупная. Ценовая политика этой керамики очень хорошая. К примеру, обращаешься на Сузирье, хагеновская керамика, у них нету. Вот очень много позиций на Сузирье нету, именно европейских. Вот. И исходя из этого, ты как бы... Ну, пользуемся Китаем. Раньше, конечно, это было без проблем. В невоенное время, сколько хочешь, но она же дорогая, клиенту вот приходишь, говоришь, он говорит, да что так дорого? Вначале вода сюда заходит, в этот Да, отсек, да, через вот эти мочалки, Через она мочалки. первую проходит, и потом снизу она поднимается, вот это наверх прыгает. Надеюсь, теперь всем понятно. Общины. смываем углевую пыль. Еще попутный вопрос Да. по поводу того, что ты из сеток вытаскиваешь. Это с чем-то связано? Или просто так Связано, вопрос? да, с тем, что в данном случае уголь не влезет, на мой взгляд, как бы эффективнее. Вода ж как идет? Она идет по самому легкому пути. Да, да. Мы положили, Меньше сопротивления. мы положили в тетре, просто положили. Естественно, оно как через уголь менее вероятно будет проходить. Оно будет обходить уголь. Вот, смотрите, прокладка тетра, небольшой надрыв. Видно? Это степлер? Ой, плювал, Да. небольшой надрыв. Ну вот, скоро будет бежать. Но слава богу, прокладки есть. Вот. Ну пока пакуем, как оно есть. Так, значит. Мне нравится, что еще во флювале, вот, где выемка под трубку. Вот, именно выемка под трубку. Не надо искать там в тетре, особенно 1200 без плюса. Там. Под шнур, да? Вот? Под шнур, да. Вот. Раз. И вот так удобно. Раз, ты чувствуешь, как там здесь. Оп, стала прокладка. Ты сидела, защелкнул. Еще чем тетра, в принципе, и флювал, чем лучше. Вот течет прокладка. Сюда картоночку подложил. Вот сюда вырезал картоночку, подложил. Красиво обрезал здесь. Все, он не течет. Под защелку? Под защелку, да. Ух ты. То есть еще можно там выиграть там полгода работы
прокладки. Ставим по такому же самому принципу. Для тех, кто не понял с первого Да. раза, сейчас повторим. Защелкиваем. Так. И, значит, вот здесь уфлевала трубка выхода. Мы ее должны что сделать? Мы ее должны просто вот выровнять, чтобы вода пошла. Мы ее берем максимально выравниваем. Вот так вот как-то. Открываем. Я сплевал. Все. Она пошла. Сейчас она смотрим на сопло. Он. Оба! Все, продуло. И теперь мы можем спокойно его ставить. Кто катализатор? Полезной стене. Так, переждали трубку от компрессоров. Проверим еще раз прочность кранов. Они закручены хорошо. И сейчас наберется и Будем запускать. Будем. включаем. Единственное, чем какой минус 406-407 серии, именно флювалы такого рода, они всегда запускаются хорошо. Берем, он сейчас зашипит. Зашипел, все, сейчас там воздух выдует, все, с угля воздух выдует, он и зашипел. А флювал FX6 Круглый, который. круглый, да, вот бывают такие ситуации, ты его промыл, все, одуренно, все, промывал его, поставил, а там в ротор попала какая-то мелкая песчинка, либо улитка. И он круть и остановился. И приходится сливать его, раскручивать ротор, вытаскивать эту улитку или песчинку, прикручивать мотор с ротором. И обратно делать. У меня была такая ситуация в старом FX5, раза 4 вот так делал. То есть я уже замахался там. Да, ну понятно, да, конечно. Ты ж Попадает и попадает. Ну ужас просто. маленькая Так. частица, а такое творит. Ну все, уровень воды снизился, фильтра взяли воду. Сейчас топ номер 1 продаж, потому что он дешевый, и их есть полно. То есть очень-очень много. 1000 литров в час. Тут уже сразу видно, что 702, стоят картоночки. даже на новую прокладку. На всякий случай. Для Вот. перестраховки, Для чтобы не было перестраховки, недоразумений. Да. Да. Еще, конечно, недостаток вот этого фильтра 702, да, и 703, по-моему. Вот смотри, посвети сюда. Вот трубка забора воды. Значит, она соединяется с трубкой в 5 сантиметрах от уровня воды. То есть ты бываешь, вот приходишь, когда фильтра не моешь, сливаешь воду, он раз как завоздушится. И все. То есть там не плотное соединение. Да, да. Тетры плотное соединение. Вот. А здесь такое соединение, просто одел и все. Его надо обязательно отключать, чтобы он Вы поняли, я же был тут. да, чтобы он не завоздушивался лишний раз, потому что его приходится перепаковывать иногда, перезапускать, либо же брать шланг, вот шлангом набираешь воду и прям в вход воды вот так шланг надеваешь, оно буль-буль-буль-буль прошло, и тогда начинает только тянуть. Если кто не понял, еще раз объясняю. Видите, между выходом, вот, чуть ниже, там есть соединение на трубке забора, вот там видно. И вот за вот это Дима говорит, что там из-за этого воздушится неплотное соединение. И вот такая вроде бы маленькая деталь, конструкция, но приносит неудобства большие. Тут уже, видите, сломан адаптер крана, ручка сломана, хотя фильтр недолго стоит, ну, китайская. Я не могу сказать, что фильтр плохой, для своего сегмента и ценовой политики фильтр хороший. 702, как они пишут, HV 702A, буду хоть знать, как говорить в магазине, в интернет-магазине. Вот, он сделан по принципу
по принципу Tetra EX200, то есть полностью скопирован Дизайн. дизайн конструкции, дизайн открытия. То есть сперва вот такие Внешне. защелки, да, потом он поднимается. Ну, у кого не плюсы, простые тетры 200, все знают. Чем мне нравится этот фильтр? Я тут уже повыкидывал кучу мочалок. Которые родные шли, да? На каждом корзине есть вот такая тоненькая мочалка из синтофона. И она вообще загнивается буквально через месяц. То есть зачем они ее ложат, непонятно. В тетре она в новых фильтрах она лежит вверху. Вот, в самом верху, где уголь лежит, где уже пошло на Самые выход, мелкие да. частицы заходят. Да, ну ее все равно выкидывают. Как бы зачем она нужна, неизвестно. Она сама такую дает гнилость. Вот. Так, сразу выкидываем старые биологически активные элементы. Интересно, вот да, сколько он литров в час дает? 1000%, да? Я не ошибся. Тысячу, да. Ну, реально он 1000 не дает. Сколько по твоим? Я думаю, если 600 дает, это будет хорошо, потому что я знаю, что такое 1000. А кто 1000 дает из тет или от фливала? Это все. Не, ну марки. Ну какой бы ты поставил вместо этого аналог, я в том плане, на этот аквариум, на этот объем? Да поставил бы этот самый 407 Фливал, да? фливал, да. Это тоже 1000 литров в час там. 1200. 1200 литров в час. Фливал, просто ситуация какая. Если аквариум, конечно, 30 литров, но надо ставить, понятно, что 107 там. Если аквариум, к примеру, там 70 литров, 207. Но если аквариум уже больше 100 там, литров, мне кажется, не надо жалеть. Сразу 407, то есть самую высокую серию. Считается в травниках 3-5 аквариумов в час, в цехлинниках 5-10 аквариумов в час. То есть должен фильтр прокачивать. Вот. Что-то больше уже будет смывать бактерии. У меня была такая ситуация. Значит, клиент звонит, говорит, у меня вода грязная в аквариуме, ничего не могу сделать. У меня купил FX6 флювал, все там, он ничего не помогает, вода грязная, вода мутная. Значит, я прихожу, это тетровский, ювелирский аквариум, самый большой, который там 500 литров с выгнутым стеклом. Значит, у него стоит 3 флювала, у него еще стоит внутренний вот этот, который дает там по 1500 литров в час, по-моему, насос дает ювеля. И, значит, у него стоит еще 2 циркулятора морских на 10 тонн. Боже, куда там? То есть мы посчитали 57 объемов в час. Я говорю, вы поймите, у вас бактерия не то, что она где-то там может задержаться. Ее сдувает, бьет, и она сдыхает. О чем, какая биология, какая чистота воды и здоровье рыб может быть вообще? Ну, представьте, 3 флювала купил. 3 флювала. Мы убрали 2 флювала, оставили тетру и 1 флювал. Все, и все наладилось. Все прекрасно. Вода чистая, рыбы живут, то есть нету ничего, то, что там плавает, а вода была белого цвета, вот именно Молоко, белого цвета, да? молоко. То есть вот как, ну не запускается аквариум и все, как вот, ну все знают, когда запустил аквариум, молоко, день-два, потом раз, биология пошла, Да, и да, всё бактерии нормально. работают. Бактерия заработала, да, а тут там постоянное молоко, и поставили один фильтр, ну, я не стал уже как бы его уговаривать, чтобы отключить родной фильтр Ювель. Вот. И, короче, все заработало, все нормально. Как бы. Оказывается, бывает много Да, фильтраций. новой фильтрации, да. Так, ну, Я с таким просто не сталкивался, и, конечно, утомлен. Ты чем больше рассказал, там фильтров стоит, тем больше у меня округлялись глаза и вылазили с орбит. если мы положим сейчас мочалок мало, если мы положим сейчас 2 мочалки, как оно по заводскому? Мочалка,
вот это синтепон и кулечек с керамикой. Это первый, нижний, да? Нижний, да. Второй мочалка, синтепон, кулечек с углем. Вот. Но мы сделаем все-таки как в тетре. Мне кажется, так эффективнее будет. То есть положим 2 мочалки. Первая. Мочалочки слабенькие тут такие. И китайцы, они сами по себе слабенькие, да? Да. Ну, Вот, то есть фильтра. можно заметить, к примеру, вот нижняя мочалка не сильно прилегает. Вот, то есть нет такой прям вот здесь, Плотности, вот да, здесь что-то. вот получается, вот видишь, ну, место для прохода воды. Ну, Да. вода будет проходить Однозначно здесь, да. там, где удобно. Вот, ну, берем, смотрим, как тут. Значит, тут у нас надо, чтобы защелки совпали. Вот у нас, ну, начинаем собирать. Единственное, в этих фильтрах нету проблем с сеточкой. Они собираются вообще супер. Следующий контейнер. Ложим керамику. А вообще, ты приверженец мочалок или именно биологии, или совмещения? Я Для при- нас у полезно. меня лично дома стоят, вот у меня аквариум треугольный, 400 литров. Вот. У меня там фильтр полностью стоит с керамикой. Без начала. Нет, мочалки флювал, вот мой любимый флювал, и полностью керамика стоит. И прекрасно все. Все прекрасно, вообще нет никаких вопросов, рыба живет. Спрашиваю к тому, что сейчас все больше приходят с Запада такие там, новости, так скажем, что аквариум держится только на биологии. Ну, в том плане, что можно не использовать мочалки вообще никакие. И вот если биология будет там хорошая, то все частицы, все она Да, переест. действительно это так, но не надо забывать, что биология может быть хорошая, если у вас стоит простой там, к примеру, ну вот аквариум на 150 литров, там стоит Атман 201, стоит мочалка, идет циркуляция. Это, ребята, кто не понял, это внутренний фильтр, помните? Да, в грунте по аквариуму такая циркуляция, а в грунте там, ну, вот, как я нижний палец тяну, вот, и без внешника, то есть может быть хорошая биология. Если там растения живут и все сбалансировано, если добавляются вот микроэлементы, вот, правильно выбранный свет, все сбалансировано, там вообще биология идеальная и без внешника может быть. А внешник, вот чем мы сильнее забьем керамикой, я думаю, вот, ну, на мой взгляд, керамика это самая-самая-самая рабочая по именно бактериям вещь, которая должна лежать в фильтре. Вопрос цены, почему тут, ну, каждый клиент экономит. Я у себя забил полностью керамикой. Вот, потому что я знаю, что это эффективно. Вот. Здесь вот мы видите, как бы керамики у нас не сильно много. Ну, это экономия. Это экономия просто денег. Каждый клиент экономит, и мы с этим ничего не можем сделать. Керамику. Вторая коллега у нас. Да. И ставим. Ну, все-таки высыпем активированный уголь. Ну, что касается еще ПГА, там, использовать противогазов, септики, что ты по этому поводу скажешь? Стоит это делать? Не стоит. Ну, во-первых, активированный уголь, он же непростой. Это специальный уголь для аквариума, который делает производство аквариумное. Вот. Не весь уголь, он работает. Вот. Можно купить там в интернете, либо вообще просто на базаре активированный уголь, кокосовый, деревянный. Вот. Но они не работают. Не работают. Либо работают меньше. Вот. Во-первых, вот смотрите, фракция угля, она такая, что в воде легко проходить через нее. Если мы положим кокосовый уголь, он размером с миллиметры. В воде труднее проходить. Ставим мочалочку, ставим нашу крышечку. Оно, вот, что именно по комфорту, оно все ставится вообще как бы без вопросов. Вот. Значит, ставим наш
Зашло. Подсоединяем мы по точно такому же принципу. Вот. Берем, вставляем адаптер кранов наш. Вот. Вот, значит, трубка. Читаем, где у нас трубка входа, трубка выхода. Не указано, нет, вот указано. In, вот эта трубка входа, это Аут, да? нет, вот in, вот это out. То есть вот эту трубку мы должны поднимать. Открываем. Сейчас вот эту трубку поднимаем. Вот, видите? Пошло. Оп, выдуло. Все. И не надо качать ничего. Вот так. Я реально не знал про этот способ. Видите? Главное трубку, вот когда идет давление, оно заполняет его, и с этой трубки оно начинает давить эту трубку. И надо ее поднять немножечко, так, чтобы создать комфортное условие для выхода воды под ровным углом. Либо же можно, вот самый надежный способ, как если фильтр не запускается, берем, ну, на адаптере экране, вот, к примеру, вот он стоит, там, вот, все, не запускается, шипит и все. То есть мы берем, закрываем адаптер крана, откручиваем трубку подачи воды, убедились в том, что сосется вода, откручиваем трубку выхода воды, полностью ее сливаем, прикручиваем, опускаем рычаг, вот, и 100% фильтр запустится. 200%, что фильтр запустится, то есть подача воды будет, в этой трубке нету воды, фильтру легко вытолкнуть воду, и все. Бывает из-за того, что в этой трубке где-то есть вода, вот, фильтр маслает, и он не может продавить. Да, не может продавить. Я думаю, многие Качаешь, а ну, блин, ну не получается ничего. Вот, и вот мы, ну, как бы, мы на скорость работаем, быстро, раз, перепаковал, все, фильтр работает. Вот он что-то шипит. Давайте поможем, причем немножко. Все, пошел. Вольт пошел, да. Когда шла непрозрачная серединка. Как что куда? Все, мы справились, фильтра обслужены.